Всем привет! С вами Юля и канал New Technology. О чем сегодня будем говорить? О компании Meizu, которая представила в Китае свой первый смартфон в этом году. Это недорогая модель среднебюджетного класса Meizu Note 9, пришедшая на смену прошлогодней модели Note 8. Новинка позиционируется как прямой конкурент недавно представленного Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Если учесть провальную кампанию Meizu Zero, который так и не смог привлечь к себе внимание потребителей, то, естественно, уважаемые друзья, возникает первый вопрос: насколько компании удастся в своем новом Meizu Note 9 завоевать потенциального покупателя и вытрясти из него энную сумму для покрытия расходов производства этой модели. А второй вопрос: насколько этот аппарат может составить конкуренцию хорошо прокачанному рекламой Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Так что будем искать ответы на эти вопросы. Сразу хочу сказать, что уже появились первые результаты тестирования смартфона в популярном бичмарке Antutu, где финальная версия Meizu Note 9 по разным данным набирает от 175 тысяч до 182 тысяч баллов, что является довольно неплохим результатом. Плюс реакция вице-президента Xiaomi и главы бренда Redmi Лю Вейбинга, который выдал на гора следующее заявление, что Meizu Note 9 оценили слишком уж высоко. Понятно, что имеется в виду стоимость аппарата. Но также, уважаемые друзья, это еще и говорит о том, что таки в Xiaomi следят за новинкой от Meizu и действительно воспринимают ее как своего потенциального конкурента. Так что, если вам уже стало интересно, то продолжим обзор новинки Meizu Note 9. Сразу отмечу, что в отличие от предыдущего флагмана этой линейки Note 8, имеющего классический стиль дизайна, эта новинка пошла по стопам более современных тенденций и получила на тыльной стороне красивый перелив цвета в зависимости от угла обзора. Единственный неприятный момент – это то, что заявлен пластик. Но есть укрепление по торцам металлической рамкой, а также имеется олеофобное покрытие. К сожалению, ничего не сказано о защите стеклом. На тыльной стороне расположен блок с двойной камерой и ниже светодиодная вспышка. Также здесь находится и сканер отпечатка пальца, и в самом низу логотип компании. Справа мы видим качельку регулировки громкости и кнопку питания. Слева слот под две сим-карты без возможности замены на карту памяти microSD. Снизу USB-порт, 3,5 мм разъем для подключения наушников, микрофон и основной динамик. Сверху только микрофон для шумоподавления. Meizu Note 9 получил большой 6,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2244 на 1080 точек и плотностью пикселей 403 на дюйм. Яркость составит 450 кандел на метр квадратный, а контрастность 1500 к 1, что даст хорошее качество просмотра контента при любом освещении. Также можно настроить цветопередачу экрана и есть режим защиты глаз. В дисплее используется технология ITSEL, которая позволяет не только снизить габариты сенсорного дисплея, но и его вес, а также ускорить реакцию самих сенсоров на прикосновение. Коэффициент площади экрана по отношению к лицевой поверхности аппарата достигает 89,23%. Можно отметить, что верхний отступ на экране имеет ширину всего 3 мм. Датчики на передней панели аккуратно скрыты. Это датчики приближения и света. Из видимых – это камера в каплевидном вырезе и высший динамик. Теперь, что касается камер. Основная камера состоит из одного 6-линзового объектива от Samsung формата 1,2 дюйма с разрешением 48 мегапикселей, где размер пикселя составит 0,8 микрона и светосила f1,7. Есть технология четырехкратного биннинга. Это суммирование зарядов соседних пикселей, благодаря чему светочувствительные ячейки матрицы способны увеличиваться в размере до 1,6 микрона для обеспечения более высокого качества при съемке в условиях слабого освещения. Правда, разрешение в таком случае снижается с 48 до 12 мегапикселей. Дополнительный сенсор на 5 мегапикселей с 4-линзовым объективом, отвечающий за анализ глубины сцены для качественного размытия фона. Есть автофокус, автоматический HDR, эффект боке, режим портрет, ручной режим съемки, режим непрерывной съемки, панорама, поддержка алгоритмов искусственного интеллекта для распознавания сцены и продвинутый ночной режим с возможностью съемки с рук. Плюс процессор обработки изображения от Qualcomm Spectra 250L добавит больше качества в снимке. То есть технически все в точности, как у Redmi Note 7 Pro, а как по факту будет снимать смартфон, зависит от программного обеспечения.
За качественное селфи отвечает 20-мегапиксельный 5-линзовый модуль с апертурой f2. Новый алгоритм красоты ArtSoft с функцией искусственного интеллекта автоматически анализирует ваш возраст, пол, текстуру кожи, чтобы обеспечить более подходящий именно вам эффект натуральной красоты. Также поддерживается разблокировка телефона по лицу пользователя в дополнение к отпечатку пальца на тыльной стороне. Осветите экран благодаря функции автоматического повышения яркости и разблокируйте его мгновенно. Сами смартфоны, уважаемые друзья, работают на базе новой версии Flyme 7, основанной на Android 9 Pie. Поддерживается обновленная версия OneMind, разработанная совместно с Манчестерским университетом, механизм интеллектуального мышления, который обеспечивает понимание каждой операции и предоставляет вам более совершенную стратегию оптимизации системы. Также управление жестами стало более удобно и интуитивно понятно. Что касается звучания, то будут задействованы технологии, заложенные в самом Snapdragon 675. В принципе, уважаемые друзья, их достаточно для воспроизведения качественного звука. В плане начинки компания установила в свою новинку новый процессор от Qualcomm Snapdragon 675, который выполнен на 11-нанометровом техпроцессе FinFET с низким энергопотреблением и позиционируется как готовое решение для игровых смартфонов среднеценового сегмента. В основе чипсета лежит тандем ядер Creo 460. Это 2 ядра с тактовой частотой 2 ГГц и 6 ядер с частотой 1,7 ГГц. За графику отвечает чип Adreno 612 с поддержкой IP OpenGL, OpenCL и Vulkan. По сравнению со Snapdragon 670 новинка обещает до 30% прироста игровой производительности и режим Hypergaming, который фокусируется на оптимизации частоты кадров и энергопотребления в игре. Режим Game Mode 3 уменьшает помехи уведомлений, звонков и другой информации во время игры. Плюс ко всему этому версии с 4 гигабайтами оперативной памяти формата LPDDR4X и 64 гигабайта встроенной памяти формата MMC 5.1, 6 и 64 и 4 и 128 гигабайт соответственно. Также Meizu Note 9, уважаемые друзья, оснащается батареей на очень неплохую емкость, это 4000 мАч. Поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка M-Charge нового поколения. От 0% до 63 новинка будет заряжаться за полчаса. Meizu обещает до 13 часов активного использования на одном заряде. Сети представлены 2G, 3G, 4G LTE. Поддерживается Wi-Fi 802.11 с окончанием AC, работающий в 2 диапазонах, и технология 2x2 MIMO. Также присутствует Bluetooth 5 версии, но нет модуля NFC. За навигацию отвечают системы GPS, AGPS, GLONASS, Beidou. Габариты модели составят 153,1 на 74,4 и на 8,65 мм при массе 169,7 грамма. Новинки поступят в продажу в 3 цветах корпуса – это черном, синем и белом. На китайском рынке продажи смартфонов стартуют уже 11 марта с ценником $208 за версию с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайта флеш-памяти, $237 за 6 и 64 гигабайта и столько же за 4 и 128 гигабайт памяти соответственно. Ну что можно отнести к плюсам, уважаемые друзья? Это экран с большим разрешением, хорошая производительность, двойная камера с 48-мегапиксельным сенсором, ось Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme 7 и, конечно же, стоимость аппаратов. В минусы можно записать очередное отсутствие модуля NFC и пластиковый корпус. Остается еще ответить на один вопрос: сможет ли этот аппарат составить конкуренцию Xiaomi Redmi Note 7 Pro? Давайте проведем небольшой сравнительный обзор. Данные на Redmi Note 7 Pro мы взяли на сайте продаж Digital In. Так что смотрим, уважаемые друзья, таблицу и сравниваем технические характеристики обоих девайсов. Но в любом случае нельзя не согласиться, что смартфон от Meizu получился достаточно интересным. Если есть предзаказ, то мы вставляем ссылки в описании под видео и на нашем сайте newtech37.info. Ну а на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрит и слушает нас. Оставайтесь с нами и не пропустите наш следующий обзор на нашем канале. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. С вами была Юля и канал New Technology. Всем пока-пока.